Всем привет! На связи инженер-электрик Якимов Игорь. В прошлом ролике я предлагал регулировать яркость гирлянды диммером. Зрители просят рассказать о нем подробнее. Диммер предназначен для скрытой установки, поэтому, чтобы диммер использовать в быту, мы будем собирать диммируемый удлинитель. А после сборки я расскажу и покажу, как работает этот диммер. В этом мне поможет данный осциллограф. Если вас интересуют и другие тонкости электрики, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Давайте рассмотрим сам диммер. Это плата диммера. Обратите внимание на алюминиевый радиатор. Он рассеивает тепло семистора, который управляет нагрузкой. В нашей схеме используется семистор BTA12 на 600 вольт. Этот семистор рассчитан на ток 12 ампер. То есть он может регулировать нагрузку 12 ампер умножить на 230 вольт. И у нас получается 2760 ватт. Но в характеристиках данного диммера указано, что он рассчитан на 600 Вт при активной нагрузке и на 450 Вт при индуктивной нагрузке. Это из-за того, что данная плата находится в закрытом корпусе и затруднен теплоотвод от радиатора семистора. В результате семистор может управлять меньшей нагрузкой, чем он рассчитан. Чтобы увеличить нагрузочную способность диммера, я частично срезал корпус диммера для лучшего охлаждения. Теперь диммер может регулировать большую нагрузку. Если придумать, как его охлаждать потоком воздуха, то нагрузочную способность можно еще больше увеличить. Охлаждение потоком воздуха реализовано в электроинструментах, что позволяет иногда обходиться вообще без радиатора. Но ставить кулер в удлинитель вряд ли кто будет. Для сборки нашего удлинителя нам понадобится подрозетник на 2 позиции, розетка, сам диммер, сетевой шнур, а также кусочек провода и шурупы. Схема у нас элементарная. Фазный провод подается на вход диммера. С выхода диммера регулируемая фаза подается на розетку. Нулевой провод подается напрямую на розетку. Стоит отметить, что диммер должен подключаться к фазному проводу розетки. Поэтому, чтобы не путаться, нужно будет на самой розетке и на вилке фазу пометить. Если этого не делать, то фаза будет на нагрузке даже тогда, когда нагрузка будет выключена диммером. Также для того, чтобы правильно подключить фазу, удобно использовать такие вот вилки. Мы помечаем, что, допустим, с этой стороны у нас фаза и с этой стороны у нас фаза. И мы всегда так вставляем вилку. Мы знаем, если мы вот так вот ее поставим, то у нас фаза будет с другой стороны и фазировка будет перепутана. Вот у нас удлинитель собран. Специально не ставлю общую рамку для того, чтобы улучшить охлаждение диммера и тем самым увеличить его нагрузочную способность. Но если будете регулировать малые нагрузки, как в нашем случае елочную гирлянду, то можете эту рамку поставить. Мы собрали схему и мы можем подключать гирлянду. Мы подключили нашу гирлянду. Проверяем, чтобы в выключенном состоянии диммера на розетке не было напряжения. Проверили, нету. Если бы оно было, то нужно вилку перевернуть. Тогда фазы на нагрузке не будет. Поднимаем напряжение. Мы можем регулировать уровень освещения гирлянды. Вот я повышаю, понижаю. Оставлю диммер в таком положении. Гирлянда чуть светится. Напряжение на гирлянду идет 66 вольт. А теперь разберемся, за счет чего происходит регулировка яркости гирлянды. Подключаем осциллограф.
Смотрим, как изменяется сигнал на осциллографе в зависимости от освещенности гирлянды. Как вы видите, сейчас небольшой сигнал, вот такие небольшие пики. И по мере возрастания яркости гирлянды эти пики возрастают. Фактически это обрезанная синусоида. Вот она должна идти так. Но вот этот кусочек синусоиды и тут, он обрезан. За счет подрезанной синусоиды и уменьшается яркость гирлянды. Вот увеличиваем. Видим, что синусоида становится больше. Мы видим, меньше синусоида обрезается. Уменьшаем. И видно, что синусоида обрезается больше. В чем вред усечения синусоиды? Во-первых, работа диммера дает очень сильные помехи в сети, которые может почувствовать радиоприемник, телевизор и другая чувствительная аппаратура. Также на эти помехи может сработать УЗИС, устройство защиты от искрения, если оно у вас установлено. Вторая проблема в том, что если мы будем диммером регулировать двигатель, то в обмотках двигателя будут образовываться паразитные токи, что приводит к нестандартной работе двигателя. Часто это слышно по звуку работы двигателя. Более стабильно с двигателями работает лабораторный автотрансформатор, так как он не искажает синусоиду, но он имеет больший размер и на порядок больше стоит. Следует обратить внимание, что без проблем регулируются только лампы накаливания и галогенные лампы. Если речь идет о других видах ламп, то нужно узнать при покупке, совместимы они с диммером или нет. Большинство светодиодных ламп с диммером несовместимы. Ролик пришел к концу. Свои вопросы и пожелания пишите в комментариях. Поделитесь видео с друзьями, поддержите видео лайком и до встречи в новых и старых роликах.